Нещо много яко стана. Братовчет ми писа, че пристига в Китай, понеже той е актьор, ще снима филм в Циндао. Циндао е нещо като китайския Холивуд. И аз взех, че си купих билети за там, за 3 дена, така че се видя с Аркадий. Shandong Airlines. Едни от нещата, които човек може да намери тук, са инструкции и, разбира се, изключително необходимия спасителен кренвирш. Този кренвирш го намерих на седалката и сега се чудя какво да го правя, да го взема ли с мене в Чиндао или да го оставя да си лети по света навсякъде. И мисля, че мястото му не е на земята, мястото му е във въздуха. Нека да продължава да пътешества. Кой знае къде ще го отвее вятърът. Че кренвиршът беше на това дете. Еке. Цяло. Една мистерия по-малко на този свят. Вот где. Привет, молодец. Да. Говори привет маме. Мама, привет. А что, онлайн? Нет, просто снимаю. Это тебе пропуск на студию. Я увижу тебя, как ты космонавт. Да. Вот это будет классно. Да. Здесь очень известный в Китае артист. Да. Ну, то есть мы, собственно, мы с ним там пара. Он Да. китайский, я русский космонавт. Ну, короче, увидишь завтра. Супер. Крупнейшая сеть магазинов Ванда построила этот гигантский район. Но все это вокруг огромного киноцентра, огромной студии, которую тоже построила эта фирма Ванда. Ну, масштабы гигантские, технологии самые современные. Говорят, что круче, чем в Голливуде. Студию очень хорошо видно из окна гостиницы. Вот вы видите административное здание, одно, второе, вот там третье, главное. И пошли эти кубы примерно на километр вот туда к горам. В одном из этих кубов сейчас воспроизведена космическая станция в натуральную величину. Ну вот видишь, 2, 6 огромный ангар, 8. Да. Но они все на самом деле огромные, даже те, которые отсюда кажутся маленькими. Или относительно маленькими. Това са само част от огромните студия, които минаваме в момента. И ето виждаме, че това са различни халета. Здесь можно снимать. Не внутри. Здесь можно. Вау. То есть здесь можно снимать разные фильмы в разных вот этих кубиках. Можно один. Как в Голливуде. Да? Как интересно. Китайский Голливуд. Сейчас увидишь этот кубик. А сколько здесь таких стейджес? Я не считал, сбился со счета. А сейчас у Аркадия такой проблем, что так как он играет с китайским актером, а он по-китайски разговаривать не может, ему надо выучить, когда заканчиваются реплики его Всё партнера. верно. Для тупых артистов есть... Есть умные помощники. Да. Еще и красивые. Это Настя, она переводчик Всем И привет. и актриса. Ну, короче, я сейчас присутствовал на репетиции. Просыпаешься. Прокашлялся. Проснулся. 我要联系联合政府。 Ага, понятно. И что ты собрался делать? Дайте человеку сразу же Оскар. Нечего время терять. Тук всичко се строи. Навсякъде има строителни машини. И всичко е празно. Няма хора с изключение на строителите. Аркадий казва, че всичко това се прави с идеята, че някога в бъдещето най-вероятно ужасно много хора ще снимат тук филми. А това е също като надпис Холивуд в Лос-Анджелес.
В общи линии, уважаеми приятели, наблюдавате как се строи китайския Холивуд. Засаждат се вече цъфнали дървета, навсякъде се строят молове, празни сгради, жилищни, които някога може би ще се напълнят, може би няма. И новите звезди на китайското кино. Аркадий Шароградски. Пока! It was a wonderful work meeting that I was present at. Thank you guys for letting me be here. And, Hi, Constant. Hi, this is Lin Laoshe, and he's really awesome and talented, and he helped a lot. He has a Bulgarian friend. Yes, Poliana is my best Bulgaria friend. Hi, Poliana. Good luck. You will come back to Bulgaria in June in this year, in this summer. So good luck, Poliana. I love you. Здравей! Здрасти, ето тук съм. Боряна е в Пекин в момента. Боряна от Русе. Страхотно. Кажи здрасти на всичките ми приятели, които ще те гледат в YouTube по-късно. В YouTube ще ме качиш. Ма разбира се, че да. Леле, майко. Я ви станах известна. Окей, много се радвам, че се запознах. Хубава среща, да, спорни дела там. Мерси много. Это мы сняли. Пойдем теперь... да. Многие китайские девушки очень похожи на русских девушек. Многие китайские девушки похожи на русских. Почему? Ну, Эта китаянка говорит очень хорошо по-русски. Да? Людзинь сделала себе операцию, выбелила лицо, покрасила волосы, увеличила глаза. В Китае она уродина, а в России просто красотка. Ну, я сейчас стою перед гигантским комплексом отелей, который тоже построила Ванда Групп. Но дело в том, что это не единственный комплекс. Вот рядом еще один, потом еще и еще. Все это отели, рассчитанные на сотни тысяч человек. А приедут они сюда или нет, никто еще пока не знает. В Китае нередко бывает так, что, например, гигантский торговый комплекс работает 2-3 года, потом люди теряют к нему интерес, он разоряется, ветшает и рассыпается. Здесь вот это вот, вы видите, огромное количество вот таких же домов. Вот, например, этот блок, 12 вот таких домов. Это все гостиницы. И ожидается, что люди будут приезжать, участвуя в этом кинопроцессе невероятных масштабов, и будут эти гостиницы заселять. Масштаб совершенно невероятный. Единственное, что удивительно, то, что здесь очень мало народу, потому что все-таки все это строится и готовится к сдаче. Рядом гигантский совершенно магазин вот-вот откроется, с невероятных размеров, но при этом тоже непонятно, кто сюда будет ходить, потому что, похожие магазины есть в 10 километрах отсюда, а вот в этом радиусе, в общем, особо народа-то и не живет. И мне тоже говорят, что часто потом такие магазины ветшают и закрываются, потому что просто недостаточно клиентов. Еще раз мнение о том, что это бедный народ, развеивается, когда ты видишь автомобили. BMW, Mercedes, еще Mercedes. И если посмотреть на припаркованные машины, то видишь, что на самом деле китайских, максимум половина, а иногда и меньше. Хотя китайские автомобили с каждым годом своим дизайном, по крайней мере, становятся все более и более современные и даже более того. Това, което се вижда в далечината, е една цяла планина, която е осветена, абсолютно цялата, с безброй много осветления, лампи и така нататък, които си сменят света. В Китае можете зайти в вполне приличный бар. Как видите, здесь нет людей, только хозяин. Довольно большой ассортимент, смотрят футбол, но людей тоже нет. Вот такой вот Китай без людей. Конечно, совершенно не удивляет, что экспозиция здесь тоже посвящена кино. А ти не знаеш ли, че сме двамата, така ли, бро? Ти не знаеш ли, че сме двамата? Мама не ти ли каза? Братовчет ми Аркадий дълги години е телевизионен водещ в Русия, така че мисля да го използвам и да го оставя да говори той в този епизод. На самом деле это я использую своего двоюродного брата, который очень хорошо снимает и умеет монтировать. У него есть взгляд режиссера. Кто кого использует, большой вопрос. Сейчас мы находимся на самой большой киностудии в мире. Вот вы видите такие кубы.
Это павильоны, каждый размером с 5, 6, 7-этажный дом. Один из этих павильонов — это самая большая в мире крытая площадка для съемки кино. Ванда Групп, это торговая сеть, очень известная в Китае, вложила сюда 4,9 миллиарда долларов. И вокруг этой киностудии организуется совершенно огромная инфраструктура. Вот вы видите, гигантские дома вырастают один за одним. Здесь практически нет людей. Это удивительный, огромный, гигантский район, где нет, в общем, людей. Когда вы гуляете по Циндао, то очень многие стереотипы о Китае мгновенно развеиваются. Ну, во-первых, мы думаем, что китайцев очень много. Здесь, по крайней мере, их, по-моему, меньше, чем высотных домов. Мы думаем, что китайцы бедные, что они плохо одеты, что здесь все очень дешево. Все как раз совсем наоборот. Вполне европейского класса кафе и рестораны. Очень много дорогих машин, причем не только китайского производства. Все отнюдь не дешево. По моим оценкам, на 20-30, а то и больше процентов дороже, чем даже у нас в России. В общем, в результате на окраине города Циндао на Желтом море возник абсолютно новый район, и весь этот район ориентирован на кино. Кино должно стать центром притяжения, то есть, когда эти все павильоны будут задействованы в съемках, сюда приедут десятки, сотни тысяч людей для того, чтобы работать на кино, для того, чтобы смотреть кино, для того, чтобы развлекаться, встречаться, может быть, с какими-то известными артистами, посещать аттракционы, связанные с кинофильмами, магазины с всякими сувенирами и так далее, и так далее. Вполне, как видите, европейского вида кафе, неплохой кофе варится. Не сказать, что уж совсем дешево, но, по крайней мере, ну так, нормально, по-европейски. Прямо здесь красивая девушка делает тортики. Ну что, попили кофейку, пойдем дальше. Бай-бай. Но построив студию и гостиницы, конечно, фирма Ванда построила и гигантский универмаг, квадрат со стороной пару сотен метров. Сейчас идет подготовка к его открытию. И главное здесь тоже кино. И на самом деле абсолютно китайская традиция. Сначала сделать, потом сломать, потом снова сделать, потом снова сломать. Но ничего, в результате кое-что получается. Вот Брюс Ли, Мерлин Монро, Чарли Чаплин. Вот китайские известные артисты здесь же. Ну вот, наконец, и люди, мы можем себя представить вот в реальном Китае. Но все-таки мы здесь, 55 километров от центра, и все это дома, 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 и туда тоже идут. Дома, дома еще строятся, строятся и строятся. А что нужно народным массам? Ну, прежде всего, хлеба и зрелищ. Оп. Сейчас зрелище было. Да-да-да. А что нужно народным массам? Хлеба и зрелищ. Вот тебе, пожалуйста, хлеб, огромный мол и зрелище Голливуд, который сегодня покруче, чем настоящий. Вот там вдали фейерверки, китайцы очень их любят и регулярно стреляют. Просто каждые полчаса, начиная с 7 утра перед гостиницей. Мы сейчас на берегу Желтого моря. Летом здесь очень популярный пляж. Говорят, что просто не протолкнуться. Видно коттеджный поселок. Сделано все очень-очень хорошо. Говорят, что, кстати, здесь достаточно дорого покупать жилье. И можно представить только, сколько стоит вот апартаменты в таких коттеджах. И сейчас вы видите остров, на котором буквально 3 года назад ничего не было вообще. А сейчас полная инфраструктура. Маленький уютный райончик в псевдоевропейском стиле. Театр. Стадион. Вот там вдалеке со звездами это современный госпиталь. И как мне рассказали, все это на самом деле гостиница. До недавнего времени в Китае к деревьям относились очень спокойно. Если надо сделать палочки для еды, пожалуйста, срубали. Сегодня они сажают где только можно. Они поняли радости и прелести от настоящей живой природы. В Китае знают, что такое комфорт, вот делают себе такие велодорожки по новым технологиям. Из современного упругого материала, который, я думаю, выдержит не 1 год. Ну а вот уже эти велодорожки в говно. Еще даже никто не проехал. Помолчим. Нихао.
очень люблю. Ну, это вкусно? Вкусно? Это вот штука вкусная? Это пельмень такой, с мясом. Спасибо. Спасибо, спасибо. Не, вкусно. Попробуй, я уже пробовал. Нет, ничего. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Гутен аппетит. Ну, вы видите, какие китайцы добрые и радушные. На самом деле, я очень люблю китайскую еду, с удовольствием ее ем. Но вот есть у них традиционные блюда, которые, ну, никак не могу. Вот эти булочки из рисовой муки не идут. Если вы боитесь оказаться в глубине экзотической Азии, здесь всегда можно найти кусочек старой доброй Европы. Хотя это скорее похоже на Америку. А вот так выглядит, ну... What? Just a moment. I dropped. Sorry. 看上挺久了。OK。 Cheers. OK， 开上车坐。 No problem. Thank you. Хорошо. Ну а вот так выглядит новый Голливуд с острова, который на самом деле тоже является его частью неотъемлемой. Сейчас. Ну а вот так выглядит новый Голливуд с острова. Ну, архитектура архитектуры, но главный стереотип, который развился, это то, что китайцы бедные и зажатые. Во-первых, они расслаблены. Они спокойно общаются, и простые люди, и интеллигенция. Ну, а во-вторых, очень многие производят людей вполне себе европейского сознания. Ты общаешься совершенно свободно, понимая их достаточно широкий кругозор. Конечно, это другая культура, конечно, здесь есть свои нюансы, но, тем не менее, вот ощущение, что ты на другой планете, абсолютно пропадает. И, между прочим, когда они делают кино, даже экшен, очень серьезно задумываются о системе Станиславского, о партнерстве в кинематографе, в том числе и в современном, еще много таких отношений между артистами. Но они уже знают европейское кино, они его чувствуют, и они к нему не то чтобы тянутся, а уже многие вышли на этот уровень и, снимая фильмы, все-таки в сознании держат, что такое реальное партнерство. И это тоже отличает вот тех китайцев, как мы их раньше себе представляли, от тех, какими они становятся, какие у них уже практически есть сейчас. И они научились уже очень многому другому. И в частности, как бизнес продвигает культуру, а культура продвигает бизнес. И вот этот район Циндао очень яркое, современное, дорогое и передовое тому подтверждение. Приехали на студию, вот один из павильонов. К сожалению, снимать внутри категорически нельзя, это прописано в контракте. И должен сказать, что я здесь не просто как турист, я здесь снимаюсь в китайском блокбастере, играю русского космонавта. Роль написана с большим уважением к России, к русской космонавтике, героический персонаж. И вообще китайцы к русским очень хорошо относятся. За щастие, макар и за кратко, успях да се сбогувам с братовчет си, защото той се подготвяше да излита в космоса. Аз пък се подготвям да излитам за Фуджио. Благодаря ви, че бяхте с нас в това пряко предаване от Циндао. С вас бяха репортерите Аркадий Шароградски и Коста Атанасов. До следващата ни среща. Приятели!
Дяволите, няма и го спасителния кренвирш.